Знаете, что абсолютно точно плохая идея? Ехать в Великий Новгород из Москвы на автомобиле. Выезжаешь в пятницу вечером по самым пробкам, спишь 3 часа в замшелой гостинице в Торжке, а потом приезжаешь на место съемки, как выжатый лимон. Вещайте, сударь. Я еще до конца не проснулся, и мой речевой модуль может работать неправильно. Да и вдобавок нужно рано уезжать, потому что ехать отсюда до Москвы целых 8 часов. Поэтому в этот раз я решил приехать в Великий Новгород на поезде, чтобы иметь больше времени и чтобы уже наконец успеть прокатиться во всех интересных автобусах и троллейбусах, поскольку в предыдущем видео ничего этого сделано не было. Идея для стартапа. Записывайте, дорогие новгородцы. Вот смотрите, каждый день в 6 часов утра к вам приезжает поезд из Москвы с голодными туристами вроде меня. Что я обычно ем на завтрак? Гречка с сосиской, вкусняшка. Или, может быть, манная каша без комочков. Или вообще овсянка, сэр. Однако, выйдя в город, я с ужасом обнаружил, что к моим услугам лишь круглосуточное кафе «Жар-птица» в историческом здании с уродской вывеской и непонятными салатами на витрине, а также кофейня «Кофемолка», где кормят, конечно, неплохо, но согласитесь, круассанчик и чизкейк – это не завтрак здорового человека. А вывод из этой истории прост. Великому Новгороду просто необходима круглосуточная кафешка около вокзала, где можно нормально поесть. И желательно еще с видом на проезжую часть, чтобы я мог смотреть, какие интересные автобусы едут по улице. А я нахожусь на привокзальной площади, и за моей спиной памятник Александру Невскому, расположенный в небольшом скверике. И мне одному кажется странным, что в этот скверик не ведет ни одна зебра. То есть, если руководствоваться правилами дорожного движения, то здесь вообще-то нельзя находиться. Ой, я ведь забыл представиться. Меня зовут Игорь Авросимов, а это мой канал «Блог ЖД-фотографа». Канал о поездах и городском транспорте. Подписывайтесь, ставьте лайки и все такое прочее. Правда, поездов в этом видео не будет, потому что в Великий Новгород я приехал для того, чтобы не просто посмотреть на троллейбусов «Шкодов». А вы троллейбусов «Шкодов» продаете? А еще и прокатиться в них. А также в МАЗах-107, в ЛиАЗах 6212 и других интересных автобусах, которые в прошлом видео я вам просто показывал. А за моей спиной автобус-мастер, который с превеликим удовольствием расскажет вам обо всех интересных автобусах Великого Новгорода. Встречайте! Алло, автобус-мастер у аппарата. Ты где, жеваный крот? Ты должен был быть в моем видео на 3-й минуте. Сорян, я снимаю контент в другом городе и очень эксклюзивный. Это в каком же городе? Не скажу, это коммерческая тайна. Все с тобой ясно. А я сейчас иду по Великому Новгороду на первый маршрут троллейбуса, где и работают троллейбусы «Шкода». Но сначала режим Варламова. Внезапная инспекция случайного двора в Великом Новгороде. Колумбы из покрышек. Есть. Красивый ландшафтный дизайн. Есть. Бесхозные покрышки. Есть. Детская площадка рядом со стоянкой. Есть. Детская горка, ведущая в грязь. Есть. Чехол для руля нужен кому-нибудь? Приспособление, которое, по идее, должно быть в красной комнате. Есть. 4 Ильи Варламова из 10. Примерно так я и представлял себе двор в Великом Новгороде. Ладно. Красивый двор здесь тоже есть. Конечно, не идеально, но довольно уютно. Внезапная инспекция двора из двухэтажных, по всей видимости, сталинских домов. Смотрим. Вот скажите мне, разве должен двор с крутыми сталинскими двухэтажными домами выглядеть вот таким образом? А пользуясь случаем, я хочу передать привет всему сообществу любителей москвичей. Неважно даже, смотрят они меня или нет.
Полюбуйтесь на этот потрясающий «Москвич-2140» цвета, если не ошибаюсь, цитрон. Сейчас я прокачусь в этом троллейбусе. Этот троллейбус называется ВМЗ-170 2006 года постройки. Одна из множества копий легендарного ЗИУ-682, только вологодской сборки. Отличительная особенность этого троллейбуса — это здоровый бампер, а также двери от автобуса ЛиАЗ-5256. Стоя рядом с троллейбусным депо Великого Новгорода, нельзя не напомнить вам, дорогие зрители, о ценности троллейбусов. Троллейбус – достижение науки и техники, позволяющее перевозить пассажиров, не загрязняя город выхлопами от солярки, а также не стоящее 100 миллионов, как один электробус. Поэтому, если власти вашего города вдруг заикнутся о закрытии троллейбуса и замене его на электробусы, вы должны понимать, что вас обманывают, и гнать эти власти в шею грязными тряпками на ближайших выборах, если, конечно, они предусмотрены все еще в вашем регионе. Это была «Минутка политики» на канале Блог ЖД-фотографа. Минутка политики. Ходите на выборы, но не на электронное голосование. Конечно, в Великом Новгороде есть не только старые ВМЗ-170 или Шкоды, но еще и весьма современные троллейбусы, а именно Трользе Мегаполис 2012-2013 годов выпуска. Конечно, по современным меркам они тоже довольно старые, но зато низкопольные и с цилиндрной системой управления. Я желаю Великому Новгороду закупить партию свеженьких альгердов, адмиралов или еще чего-нибудь эдакого, сохранив при этом, конечно же, Шкоды, а также парочку других старых троллейбусов для истории. Потрясающий новгородский тротуар из бетонных плит. Я бы точно не хотел оказаться здесь с детской коляской. Ну ладно, что это я все критикую да критикую. Вы посмотрите, какое потрясающее качество бетона на этих плитах. Значит, еще не все так плохо. А сейчас смертельный номер в рамках режима Ильи Варламова. Я буду переходить через шестиполосное шоссе по нерегулируемому пешеходному переходу. Поехали! Ну уж лучше так, чем если бы здесь был подземный переход. Ох, нифига себе, Шкода Фелиция пикап, обалдеть, не встать. Конечно, светофор бы здесь не помешал, но уж лучше так, чем если бы здесь был подземный переход. Великий Новгород – город с доступной средой. А я в очередной раз иду вдоль шумной трассы, чтобы сделать для вас красивую фотографию троллейбуса Шкода 14 ТР. О, троллейбус. Шкода. Не, ВМЗ 5298. Итак, я иду по Большой Санкт-Петербургской улице, чтобы сфотографировать прямо здесь, в этом прекрасном весеннем бульваре, какие-нибудь красивые троллейбусы и автобусы, в том числе Шкоду. И у меня вопрос. Какой жеванный паразит поставил здесь этот несчастный железный забор, грязный и раздолбанный, и не несущий никакой смысловой нагрузки? Потому что, ну как сейчас я буду фотографировать Шкоду, если она поедет? Только с этим грязным противным забором в кадре. Транспортное сообщество, ну хотя бы вы поддержите меня в комментариях. Согласитесь, что забор в городах — это полная херня, которая мало того, что не несет в себе никакой полезной функции, так еще и уродует облик города и мешает нам с вами делать крутые фотографии. О, троллейбус. Шкода. Не, ВМЗ 5298. Как вы уже догадались, я буду показывать в своем видео в основном старый подвижной состав, старые троллейбусы и старые автобусы.
Но поскольку меня смотрят и простые обыватели, ничего не понимающие в наших транспортно-фанатских колбасных обрезках, нужно сделать важное замечание. Дело в том, что в Великом Новгороде есть не только старье, но и новые автобусы. В основном это газовые ЛиАЗы 5292. Но поскольку мне они не интересны, я и не буду их показывать в своем видео. Просто обозначу факт их наличия и все. О, троллейбус. Шкода? Не, ВМЗ 170. А сейчас я расскажу вам про такое зло, как оттянутые пешеходные переходы. Вот смотрите, я иду по Большой Санкт-Петербургской улице, любуюсь желтым трактором и хочу пройти прямо по тротуару, вон туда. Но здесь стоит забор, и для того, чтобы мне пройти прямо, я должен повернуть налево, потом только перейти дорогу, а потом еще пройти вон там. И только тогда я окажусь там, где мне нужно. Это и есть оттянутый пешеходный переход. Давайте, напишите в комментариях, что оттянутый пешеходный переход обеспечивает безопасность дорожного движения. Очень интересно будет почитать. Угу. Оттянутый пешеходный переход, потому что автомобильчикам так будет удобнее, а рисовать зебру и ставить пешеходный светофор вот здесь нам лень. А не прокатиться ли мне в автобусе ЛиАЗ-6212? По-моему, прекрасная идея и момент, чтобы это сделать. А это какого года автобус-то? Очень древний. Половина уже, как говорится, стоят из них. Ага. Не больше. Это был автобус ЛиАЗ-6212.70 с газовой модификацией. Высокопольный автобус 2007 года выпуска с двигателем, расположенным в задней части прицепа, а точнее в этой ситуации толкача, потому что у него ведущая задняя ось. По данным сайта Фотобаз, на сегодняшний день в Великом Новгороде есть 38 таких автобусов, из которых 33 эксплуатируются. Правда, привез этот автобус меня в какой-то поселок Майское на окраине Великого Новгорода, где нет нормального тротуара, зато есть забор, куда же без заборов. А также здесь есть красивое озеро с орущими чайками. Насладитесь и вы этими звуками природы. А еще здесь есть гигантские улитки. А это очередной забор в местечке, где тротуара нет от слова вообще. Спрашивается, зачем здесь был установлен этот забор? Что и от кого он защищает? О, автобус! ЛиАЗ? А, не, ВДЛ не ФАС. Стоп, что? ВДЛ не ФАС? Прикиньте, что нашел. ВДЛ не ФАС 52995 Транзит. Автобус-гармошка 2011 года выпуска, построенная на Нефтекамском автобусном заводе. Автобусов таких было построено всего лишь
6 штук, представляете, какая редкость? 5 из них работали в Уфе. Правда, почти все они уже списаны. И один валяется где-то на задворках парка. По данным сайта Фотобас, опять-таки. И один автобус есть в Великом Новгороде. Один на всю Россию. Последний ВДЛ НИФАС 52995 «Транзит». Эх, жалко, со мной нет автобус-мастера. Он бы точно обрадовался такому автобусу. И, кстати, сейчас я прокачусь в этом уникальном, единственном в своем роде автобусе. Поездка в автобусе ВДЛ НИФАС не обошлась без приключений. Дело в том, что кондукторша почему-то решила докопаться до меня и помешать мне снимать салон автобуса. Пожаловавшись в том числе на то, что кто-то выложил с ней видео в ТикТок, выставив ее в непристойном свете. Милые барышни, если вы это смотрите, то, пожалуйста, осознайте, что если вы будете мешать любителям автобусов снимать салоны автобусов, привлекая к себе столько внимания, свежий контент в ТикТоке с вашим участием будет появляться регулярно. Если вы видите, что кто-то снимает автобус и это вас не устраивает, подойдите спокойно к этому человеку и тихо спросите, зачем он это делает. И в случае необходимости попросите прекратить съемку. Не нужно устраивать скандал на весь автобус, я вас уверяю. Попробуйте этот метод в следующий раз. Тогда, возможно, вы не появитесь больше в ТикТоке. Но самое смешное было, когда она сказала, что это я устраиваю цирк. При том, что я тихо снимал, никого не трогая, а истерику закатила именно она. А еще к спору подключилась какая-то пассажирка, которая сказала, что по закону снимать запрещено вообще все. Когда я спросил у нее номер закона и кто этот закон подписал, она сказала: посмотрите в интернете. Впрочем, ничего нового. А я опять на проспекте Александра Корсунова, как и в прошлом видео. Сегодня будний день, а потому на маршрутах просто куча интересного подвижного состава. Элиазы, гармошки, МАЗы 103, МАЗы 107 и, конечно же, троллейбус Шкода 14 ТР, который я, правда, пока не поймал. Но это обязательно случится в ближайшее время. Режим Ильи Варламова, дорогие друзья. Я спускался с моста на проспекте Александра Корсунова, и внезапно тротуар закончился, превратившись в непонятный песок. Кстати, кто скажет мне, что это за транспортное средство, будет большой молодец. Какой-то грузовик на тракторных колесах. Итак, как я уже сказал, тротуар внезапно превратился в песок. Что мешало положить в этом месте асфальт, мне совершенно непонятно. При том, что здесь якобы есть попытка сделать пешеходный переход в один уровень с дорогой. Доступная среда. О, троллейбус. Шкода. Не, Мегаполис. Ну где Шкода уже?
Алло, здравствуйте. Это служба безопасности Сбербанка вас беспокоит. С вашей карты только что пытались снять 102 437 рублей 62 копейки в Якутии. Подскажите, вы готовы подтвердить данную операцию? О, троллейбус. Шкода? Шкода. Ключ машины быстрее. Вполне приличная фотография, особенно если замазать этот дурацкий Volkswagen. Ха, вспомнил, я же умею замазывать. Кстати, это та же самая Шкода, которая была в прошлом видео, только на этот раз она без дурацкой рекламной обклейки. В троллейбусном депо что, посмотрели мой прошлый ролик, где я возмутился по поводу того, что единственная Шкода была в рекламе? Так или иначе, новгородское троллейбусное депо получает супер лайк за Шкоду без рекламы. Внезапная инспекция случайного двора. Заборчики есть. Железные трубы есть. Колумбы по крышке есть. Бабушки на лавочке есть. Открытый грунт, который при ближайшем ветре превратится в мерзкую пыль, есть. Печальный детский инвентарь есть. Ответственный за все это безобразие есть. Кс-кс-кс. Пс. Кот, кот, кс-кс. Кот, кс-кс-кс-кс-кс. Моя оценка этому двору 5 депутатов Алексеев, Сизиковых, Валицких из 10. Сможет ли этот человек привести двор в порядок? Покажет время, а вы обязательно во время любых выборов ходите на избирательные участки и оставляйте свой голос. Это была минутка политики, а мы продолжаем. А если вдруг вы в погоне за троллейбусами проголодаетесь и окажетесь при этом на проспекте Александра Корсунова и не захотите ехать в вкусную точку, то я рекомендую вам посетить кафе «Очаг», где вы сможете всего лишь за 300 рублей съесть хороший обед. Компотик, салатик, супчик и, конечно же, котлетка. Правда, в моем случае она была не с пюрешкой, а с макарошками, что тоже прекрасно. И, к сожалению, нет, это в очередной раз была не рекламная интеграция. Но если вы хотите поддержать мой канал копеечкой, можете пройти в группу ВКонтакте и нажать кнопочку «ВК Донат». Тогда вы получите доступ к эксклюзивному контенту, а именно к старым видео, которые никогда не будут опубликованы, к неудачным дублям, а также к длинным версиям обзоров городов, в которые войдут все моменты, которые не попадают в официальные видео. Ну и, конечно же, пользуясь случаем, нельзя не передать привет моим дорогим спонсорам. Я нахожусь на проспекте Мира рядом с приятными серо-фиолетовыми панельками. И сейчас сюда приедет троллейбус Шкода 14Р. Наконец-то! И я в нем прокачусь и покажу вам, что у него внутри.
Итак, наш сегодняшний главный герой – это троллейбус Шкода 14 ТР с бортовым номером 24. Вот он, во всей красе. Троллейбус построен в 1998 году, правда не в Чехии, а на заводе в Вологде. Троллейбус этот интересен, во-первых, тем, что у него тиристорная импульсная система управления, о чем говорит характерный писк при разгоне торможения. Похоже, кстати, на троллейбус ЗИУ-683 из Рязани. Посмотрите, вот здесь. Также в этом троллейбусе есть сиденье, где пассажиры сидят спиной к окну, как в автобусах ЛЯЗ-677. И еще одна особенность – это отделенная от пассажирского салона кабина водителя. В общем, довольно крутой и интересный троллейбус. Правда, немножко неухоженный, его бы подкрасить. Но все равно это главная достопримечательность Великого Новгорода. Я надеюсь, что они догадаются сохранить все 5 троллейбусов, естественно, конечно. Две Шкоды на ходу. Ну, хорошо, хоть что-то осталось. А вам как вообще на Шкоде работается? Лучше, чем на ВМЗшках, там, на новых троллейбусах не ездили, на несколько, наверное, московских? Нет, даже не хочу. А. Я даже сказала, если вот эту Шкоду, значит и я выйду сразу. Понятно. Плитку меняют постоянно 10 раз в год в одних и тех же местах. Асфальт перекладывают на 100 раз. Безработными у нас никто не останется. Ну, правильно. Особо не поразбрасываешься с сотрудниками, когда в дефицит, особенно если речь идет о водителях первого класса, допустим. А сейчас работать так, как говорится, особо-то и некому. Есть, которые таблички коллекционируют, детальки всякие, я как-то не очень. Это сериалы были. Я люблю модельки троллейбусов коллекционировать, у меня есть немножко дома. Вот это мне нравится. Зачем в троллейбусе 3 педали? Только не надо писать, что это сцепление, тормоз и газ. Вы вообще в своем уме, это же не автобус. На самом деле эти педали газ, тормоз и тормоз. Дело в том, что в троллейбусе есть 2 тормозные системы. Электрическая, когда электродвигатель превращается в генератор, и пневматическая. Электрическая система торможения позволяет тормозить, не расходуя колодки, но пневматическая просто необходима. Впрочем, водитель может пользоваться любой из них по обстоятельствам. Надо сказать, что водители обожают троллейбусы Шкода. Оно неудивительно, иномарка. Взять, к примеру, тот факт, что в троллейбусах Шкода, в отличие от ЗИУ, есть специальная кнопка, позволяющая переключить воздушную стрелку в любой удобный момент. В то время как в троллейбусах ЗИУ стрелка переводится только при нажатии педали газа. Соответственно, если перед троллейбусом ЗИУ внезапно возникнет автомобиль, стрелку у него перевести не получится, и придется переставлять штанги уже вручную. Не говоря уже о высокой долговечности, о хорошей ремонтопригодности и о удобстве рабочего места водителя. К сожалению, на линии сейчас работает всего одна Шкода, а вторая ждет, пока водитель вернется из отпуска. И, кстати, если вы транспортный фанат и жить не можете без троллейбусов, то почему бы вам не приехать в Великий Новгород и не устроиться сюда водителем троллейбуса? Здесь как раз нехватка кадров, и в частности, не хватает водителей именно на Шкода. Поэтому приезжайте и устраивайтесь. Кто знает, может быть, благодаря именно вам Шкода продолжит ездить по Великому Новгороду и радовать гостей и жителей города. И уж, конечно, я желаю троллейбусному депо Великого Новгорода сохранить и, по возможности, восстановить все имеющиеся в наличии Шкоды. Даже когда на линии работает одна Шкода, сюда приезжают толпы поклонников этой марки троллейбуса, например, я. Ну а я со своей стороны приеду сюда еще раз и сниму новые видео, потому что это блог ЖД-фотографа. Блог ЖД-фотографа. Популяризуем общественный транспорт с 2020 года. А сейчас я прокачусь в автобусе МАЗ-107. Что они вообще работают у него сейчас один это все, что нет, он говорит, что он по работе.
Автобус привез меня в относительно новый жилой райончик на улице Державина и сразу же уехал в гараж. Поэтому об этом автобусе я расскажу на фоне вот этой новостройки. Итак, МАЗ-107. Белорусский автобус, который выпускался с 2001 по 2019 год в городе Минске. А экземпляр, в котором я только что прокатился, 2008 года постройки. Изначально он работал в Москве, а в 2018 был передан сюда. Это автобус особо большого класса. Он имеет длину 14 метров и 3 оси. Передняя рулевая, вторая тяговая и третья подруливающая. Автобус низкопольный, а сзади у него есть небольшая ступенечка на задней площадке. Там же расположен и двигатель. А еще напротив двигателя есть уютный закуточек, где я просто обожал кататься, когда эти автобусы ездили в Москве. Если вы когда-нибудь катались в автобусах МАЗ-107, расскажите о ваших впечатлениях в комментариях. Внезапная инспекция случайного двора на проспекте Мира. Дом 27. Прикольная тропинка из бетонных плит. Есть. Модная урна. Есть. Таинственная скульптура. Есть. Модные черные фонари. Есть. Моднявые лавочки. Есть. Да и эта пятиэтажка с желтыми полосочками вдоль лестничной клетки тоже выглядит довольно приятно. Этот двор гораздо лучше, чем тот, где был расклеен Сизиков-Валицкий. По крайней мере, здесь нету бесконечной стоянки, здесь нет покрышек, здесь довольно более-менее опрятно. Здесь даже никому не нужный синий заборчик, и тот находится в хорошем состоянии. Этот двор, пожалуй, получает от меня 7 Сизиковых-Валицких из 10. Я бы выбрал другую фамилию, но не знаю, кто здесь местный депутат. Сколько раз я видел на детских площадках нечто, которое пытается быть паровозиком, ни разу оно не соответствовало облику паровозика в достаточной степени. Господи, что сложного в том, чтобы просто сделать уменьшенную копию настоящего паровозика? Это что, нужны какие-то нанотехнологии? Да нет, вместо этого на детских площадках обычно ставят нечто вот такое. Почему-то сегодня все коты меня упорно игнорируют. Эй, кот! Так, троллейбусов, шкодов я вам уже показал. Автобусов МАЗов, автобусов ЛиАЗов и даже автобусов НИФАЗов я вам тоже показал. Что же осталось? Вспомнил. Автобус Mercedes O405G, мерседесовская гармошка, которая работает на 16-м маршруте. Нужно срочно идти туда и ловить этот автобус, потому что он такой всего лишь один в Великом Новгороде. Правда, где таких автобусов много, так это в Саратове. И, кстати говоря, о них я рассказывал вот в этом чудесном видео, которое вышло почти год назад. Там же были и автобусы Карус 283, и 280, и куча еще всего крутого в плане транспорта. Обязательно посмотрите, если не смотрели этот шедевр. Scania OmniLink. Правда, это не городской автобус. Он перевозит работников какого-то предприятия. А городские Scania OmniLink, я напоминаю, есть в городе Гусь-Хрустальный, а также в Выборге. Видео про эти города вы можете посмотреть по ссылочкам в описании. А я сейчас полным ходом, словно паровоз, мчусь на улицу Кочетова, где работает 16-й автобусный маршрут. А вось поймаю Мерседес-гармошку. В ожидании Мерседеса по 16-му маршруту я вдруг осознал, что мне нравятся эти панельки на улице Кочетова. А почему они мне нравятся? Они вроде бы построены по одинаковым типовым проектам. Но дело в том, что все эти здания имеют какую-то разную отделку, разную окраску, разные цвета. Например, в этом здании балконы со скруглениями. У этого здания балконы красные, с рисунком в виде пчелиных сот. У этого здания балконы рыжие, а также с какими-то... ну почему я не архитектор и не могу нормально писать словами, что я вижу на зданиях? В общем, вы поняли, здания разные, и это круто. Тут та же самая история, что и с разноцветными локомотивами. Когда все локомотивы покрашены в красно-серый, это отстойно. Когда все локомотивы разные, это круто. Так что, если вы любитель советских панелек и разнообразия, то рекомендую. Великий Новгород, улица Кочетова. Приезжайте, вам понравится.
автобус. Автобус снимаю. Интересный автобус Mercedes. Один в городе остался. Вот я про него снимаю. Так, все, конечно. Конечно. Итак, друзья, автобус, в котором я только что прокатился, называется Mercedes-Benz O405 GN. Построен этот автобус в 1993 году и эксплуатировался в немецком городе Драмштадт, по данным сайта Фотобаз. В 2009 году он был продан в Великий Новгород и с тех пор работает здесь. Самое крутое, что он сохранил свою окраску еще из Германии. Белая с синими полосочками. Вот такой вот интересный автобус. В Великом Новгороде такой автобус всего лишь один. А вот где их действительно много, так это в Саратове. Чтоб тебе пусто было, испортил мне звук. Ролик о Саратове, я напоминаю, вы можете посмотреть вот здесь, а также по ссылочке в описании. Так, троллейбусы Шкода я отснял. Автобусы ЛиАЗ-6212, МАЗ-107, Мерседес-гармошку и даже ВДЛ Нефас я тоже отснял. Что же делать дальше? Может быть, поехать в исторический центр, полюбоваться древним Кремлем, речкой Волхов, мостами и другими достопримечательностями? Да не, бред какой-то. Кстати, дорогие мои коллеги по увлечению, транспортные фанаты, а вы замечали, что нельзя просто так взять и не сфотографировать в 17 раз троллейбус, который вы уже сфотографировали 16 раз? Нельзя просто так поехать в нем куда вам надо, не начав записывать видео в салоне. Кстати, наверное, водительница этой Шкоды считает меня уже сумасшедшим, потому что так получилось, что мы с ней пересекаемся только здесь, на проспекте Мира. Возможно, ей кажется, что я все это время стоял здесь и никуда не уходил. Хотя на самом деле я ездил, катался на различных автобусах. И просто так вышло, что мы с ней встречаемся именно здесь. Хорошие новости. Судя по всему, новгородский троллейбус продолжит свою работу. Во всяком случае, разговоров о его закрытии больше не слышно. А сотрудники троллейбусного депо сказали мне, что им удалось отстоять свой троллейбус. Молодцы, так держать! Но все равно, дорогие новгородцы, держите ваши ушки востро, потому что эти негодяи в любой момент могут снова поднять голову и вернуться к своим коварным планам по закрытию троллейбуса. Великий Новгород заслуженно перемещается с 9-го места моего личного рейтинга городов на 7-е, обгоняя Новосибирск и Уфу. Пускай здесь нет трамваев, но все равно он гораздо более приятный и уютный, чем те 2 миллионника. Потому что от миллионников ждешь гораздо большего уровня развития. Просто вспомните, в каком состоянии находится трамвай на пути в Новосибирске и в Уфе. Вот пускай и сидят себе на 8-м и 9-м местах с таким подходом. А с вами были Игорь Абросимов и Автобус Мастер. Ну да. А с вами были Игорь Абросимов и виртуальный Автобус Мастер на канале Блог ЖД Фотографа. Понравилось? Ставьте лайк. Есть что сказать? Пишите комментарий. Хотите нового контента? Подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик. И, конечно же, смотрите ранее вышедшие видео. До новых встреч! Спасибо за просмотр!